Ночь белой луны. Автор Велзи читает Кэт Вилд. Глава 10. Сидящий на полу Чимин взрывается ладонями в густую шерсть цвета спелой ржи, нежно почесывает кожу и пропускает сквозь пальцы тонкие ворсинки. Невольно ахает, но все же не прекращает счастливо улыбаться, когда окончательно одуревший от ласки зверь перекидывает передние лапы через его скрещенные ноги и заваливается на них тяжелой грудью. «Хороший мальчик», — безостановочно нашептывает Чимин тихонько повизгивающему от счастью зверя. Он играет и возится с ним, как с добродушным псом, уже дольше часа. Но, кажется, это занятие никогда не сможет надоесть. Кто вообще не самый красивый? Мой Джу не самый красивый. Волк тянется ближе и мокро лижет омижие щеки и нос шершавым языком. И Чимин громко хохочет, утираясь рукавом рубахи. Какие у Джуни ушки! Пак обеими руками обхватывает забавно подергивающиеся волчьи уши. Осторожно трогает длинные волоски, заслоняющие вход в ушную раковину, и потирает снаружи, ощущая подушечками пальцев потрясающую мягкость бархатистой шерстки и наблюдая, как у оборотня от наслаждения закатываются глаза. А какой у Джуни носик! А межьи пальцы соскальзывают на высокий лоб зверя и опускаются вниз по вытянутой морде, покрытой короткими и жесткими волосками, чтобы прикоснуться к прохладному влажному носу. Омега с восхищением ощущает упругий треугольничек черной гладкой кожи, на что волк чуть шире раздувает ноздри и недовольно фыркает, но не отстраняется. Заливаясь смехом, Чимин плотно прижимает к чужому носу ладонь, перекрывая доступ воздуха. И оборотень для дыхания разжимает челюсти и чуть высовывает язык. А какие у Джуни зубки! Пак безбоязненно тянется рукой, чтобы хорошенько обследовать теперь уже волчью пасть. Но на это нам Джун категорически не соглашается. Глухо заворчав, сползает с чужих ног, быстро опускает голову на пол и для большей надежности закрывает морду передними лапами. И лапки у тебя тоже замечательные. Омега легонько похлопывает по ним ладонями и скребет ногтями по твердым, словно каменным ногтям. А после с тяжелым вздохом отодвигается назад. Мне бы такие лапы, я бы уже давно от тебя домой убежал. Вспоминая родную деревню и родительский дом, Чимин задумчиво водит пальцами по деревянным доскам пола, очерчивая небольшие трещинки и впадины от выпавших сучков. И волк, почувствовав охватившую Омегу тоску, жалобно скулит и на брюхе подползает ближе. Он укладывает голову на чиминовские колени и преданно смотрит снизу вверх на вмиг погрустневшего Пака. «Дому хорошо, а вообще не все для меня чуждо», — жалуется Чимин, возобновляя прерванные поглаживания. «Ваша жизнь для меня непривычна. Традиции пугают, и даже еда здесь другая. Оборотни не едят сладкое, а мне так хочется хотя бы ложечку меда. А еще я соскучился. По родителям, по дедушке, по брату. Как же было бы здорово уйти отсюда навсегда. Выйти из дома рано утром, закинуть на плечо дорожный мешок, найти в лесу едва заметную тропу. И неважно, сколько будет длиться путь, главное, чтобы он привел меня к дому». Чимин стискивает в ладони висящий на шее амулет. Невесело улыбается, замечая внимательный взгляд мудрых желтых глаз, и наклоняется вперед, чтобы оставить на волчьей морде короткий поцелуй. «Я бы и тебя с собой забрал, при условии, что ты навсегда останешься в обличье зверя. Отец был бы не против, ты же отличный охотник. Мы бы тебе большую будку во дворе построили. Но на такое ты никогда не согласишься, верно?» Омега скорбно поджимает губы и снова тяжело вздыхает. Накопившийся на душе груз выливается потоками речи, и он откровенно признается зверю в том, что никогда не осмелился бы озвучить ни нам Джуну, ни кому-либо еще. Раньше его выслушивал Тэхён,
Но какой смысл жаловаться на судьбу тому, кто подобную участь оценивает как великое благо? Ичимин выговаривается перед ласковым, ручным, смышленым, но не понимающим человеческую речь зверем. Ты даже представить себе не можешь, как сильно я хочу домой. От одной только мысли, что я никогда больше не увижу своих родных, у меня сердце кровью обливается. А ведь они уверены, что я давно уже мертв. Как бы они все обрадовались, увидев меня живым и невредимым. Я очень сильно люблю свою семью. И раньше считал, что никогда с ними не разлучусь. Как все омеги, думал, что полюблю какого-нибудь альфу, выйду за него замуж, заведу детей. Мне всегда нравилось возиться с племянниками, и я мечтал, что как только появится возможность, сразу же рожу своего малыша. А вот оно, как все вышло. Чимин обвивает руками могучую шею волка, и плот прижимается к нему, находя в этом необходимое утешение. Ты хороший нам, Джун, правда? Если бы ты был человеком, то я бы с ума от счастья сошел, что стал твоим мужем. Ты такой сильный, рассудительный, хозяйственный, ласковый. И как волк ты мне тоже нравишься. Как волк даже больше. А знаешь почему? Омега хитро прищуривается. Потому что в зверином обличии ты не пытаешься меня трахнуть. До этого момента безучастно лежащий оборотень внезапно вздрагивает всем телом. Ичмин обнимает его крепче, не понимая, что могло испугать столь сильное существо. Хотя должен признаться, продолжает рассуждать вслух Пак, в постели ты тоже очень даже неплох, наверное. Чуть подумав, обиженно поджимает губы. Мне же не с кем тебя сравнивать. У меня, знаешь ли, сексуального опыта до брака не было. Это ты каких только омег не перепробовал. Я. Ой, да кому я объясняю? Пошел вон, псина блудливая. Нам Джон изумленно распахивает глаза, когда Чимин, бешено пыхтя, с силой толкает его в бок и быстро встает с пола. Не оглядываясь, Омега отходит к очагу и начинает раздраженно бренчать перекладываемыми котелками и стучать мисками. И волк, понуро опустив голову, выходит за дверь. Брошенное яблоко пролетает в опасной близости, прямо перед носом, и Чимин испуганно отшатывается назад. Он отслеживает путь покатившегося по скошенной траве сочного плода и укоризненно смотрит вверх. «Извини, я думал, что смогу попасть в корзину», — сочувствующим голосом говорит сидящий на яблоне Юнги, и, крепко обхватив ствол дерева одной рукой, тянется, чтобы сорвать очередное яблоко. С трудом сдерживаясь от возмущенного комментария, Чимин на всякий случай отходит подальше от стоящих на земле плетеных корзин и начинает помогать Тэхёну собирать уже сброшенные вниз фрукты. Работа идет быстро. Август в самом разгаре, и трава в яблоневом саду блестит желто-красной расцветкой. Где-то неподалеку весело перекрикиваются между собой альфы, ухаживающие за садом, и слышны тонкие голоса прибежавших детей, просящих сорвать особо приглянувшееся яблочко. «Вроде хватит», — пыхтит довольный Тэхён, приподнимая свою корзину, чтобы оценить ее вес, и расплывается в мечтательной улыбке. Чимин снисходительно хмыкает, хорошо представляя, о чем именно сейчас думает стоящий напротив Омега. Наверняка о том, чтобы приготовить что-то вкусное для своего ненаглядного Чонгука. О чем же еще? Еще и компот наварит и попрется с ним на окраину общины. Срубленные ранней весной деревья как следует просохли за лето. Заготавливать дрова на зиму рано, и сейчас альфы, в чьи обязанности входит работа в лесу, занимаются строительством домов для молодых семей, которые образуются в следующем году. Впрочем, как уже успел заметить Чимин, границы обязанностей оборотней весьма размыты. Когда есть свободное время и переделаны все дела, они с удовольствием помогают друг другу. От мысли Омегу отвлекает сухой треск ветки, негромкий вскрик и глухой удар о землю. «Со мной все в порядке», — успокаивает Юнги подбежавших к нему людей
незаметно потирая ушибленный бок. Он садится и выворачивает руку, с интересом рассматривает ободранный локоть, шарит ладонью по траве, выискивая поддорожник, а когда находит, облизывает и нацепляет на ссадину. «Отдохнем немного и пойдем домой». Оборотень тщательно вытирает о штаны румяное яблочко и громко хрустит им. «Может, лучше в лес сходим?» Присаживаясь рядом, предлагает неугомонный Тэхён. Он пытается заглянуть в глаза Чимину, надеясь получить поддержку его идеи, но тот смотрит прямо перед собой. «Там грибов сейчас, хоть косой коси». «В лес точно не сегодня», — деловито отвечает Юнги. «Я после обеда штаны шить буду». «Себе, что ли?» — хмуро интересуется Чимин. «Хасоку». «Конечно, кому же еще? С этими альфами штанов не напасешься. Я мужу уже несколько раз предлагал. Не умеешь сдерживать свои порывы перевоплощения? Ходи голым». Но он почему-то не соглашается. Юнги заходится смехом, но, замечая, что люди шутки его не понимают, разочарованно языком цокает и начинает объяснять. Волк значительно крупнее, чем наше человеческое обличие. Если оборотень изменил свой внешний вид в одежде, то она разрывается на части. А у альф такая тонкая и ранимая душа. Испугался за своего омегу, перевоплотился. Слегка повздорил с приятелем, перевоплотился. «А как же дети?» — интересуется Тэхён. «Они только и делают, что перевоплощаются». Детям в этом плане легче, ведь волчонок мельче ребенка. Перевоплотились, из одежды выпутались и бегом резвиться. А когда надоест и снова захочется принять облик человека, то просто идут обратно к своим брошенным вещам. Но это пока они не подрастут. А вот когда Альфе лет 13 исполнится, тут папаши хоть вой. Волк растет очень быстро, а подростки такие вспыльчивые, несдержанные. Впрочем, Юнги задумчиво рассматривает двух омег. Возможно, вас это не коснется. Вы же люди. И может выйти так, что родите только омег. «Разве омеги не умеют перевоплощаться?» — открывает от удивления рот Тэхён. «Еще как умеем. Хочешь, покажу?» — предлагает оборотень и, получив ответ отказ, продолжает. Омеги переходят в обличие волка исключительно по собственному желанию. Случайных перевоплощений у нас не бывает, потому что... Юнги замолкает и хмурит брови. Едва в саду раздается тревожный крик какого-то альфы, сообщающий о срочном сборе всей общины у жертвенного алтаря. «Бросайте корзины и побежали!» Оборотень резко вскакивает на ноги. «Что-то нехорошее случилось!» Они подбегают последними, когда все жители общины многочисленной толпой окружают что-то, находящееся в центре поляны. И от молчания оборотней Чимину становится по-настоящему страшно. Он озирается по сторонам, выискивает взглядом вечно снующую под ногами ребятню, но не замечает ни одного ребенка или подростка. То, что произойдет сегодня, дети видеть не должны. Заметив присутствие опоздавших, оборотни чуть расходятся, безмолвно показывая, что те должны пройти дальше. И все трое безропотно идут по образовавшемуся узкому проходу ближе к жертвенному алтарю. В голове Чимина проносятся бессвязные мысли и предположения о случившемся, от которых подкашиваются ноги и нещадно першит сухое горло. Почему их пропускают вперед, и что увидят они, выйдя на поляну? На что так внимательно смотрят оборотни? Охотники гибнут в лесу. Могла ли ушедшая с сегодняшним утром стая случайно наткнуться на хищника, превосходящего волков по силе? Где нам Джун и Хасок? И почему Тэхёна не встретил муж? Несчастный случай на стройке? Да что здесь происходит? Идущего впереди Юнги внезапно перехватывает Хасок, ловит за руку и утягивает за собой в толпу. Шагающий сзади Тэхён осторожно отодвигает в сторону Пака, едва заметив в линии впереди стоящих оборотней чуть вьющуюся шапку каштановых волос, ребячливо украшенную бусинами.
Чонгук принимает обеспокоенного мужа в крепкие объятия, а Чимин с облегчением выдыхает, наконец-то замечая Намджуна. Оборотень неслышно для окружающих о чем-то переговаривается с вожаком и, получив утвердительный кивок, выходит вперед. Он обводит толпу взглядом, чуть улыбается, находя Чимина, но тот больше не смотрит на него. На поляне, на сваленной куче из хвороста и сухой травы, лежат два истерзанных, уродливо поломанных, но, несомненно, человеческих тела. Помутневшие, словно покрытые белесой пленкой, глаза убитых оборотнями людей безучастно смотрят в небо. Фиолетовые разводы трупных пятен покрывают их шеи, а через прорехи порванной одежды, края которой пропитаны уже побуревшей кровью, виднеется начавшая ссыхаться пожелтевшая кожа. Омерзительные толстые мухи, блестящие на солнце зеленым, с тонким жужжанием кружат над телами, ползают по лицам и лезут в мертвые глаза. А ветер доносит слабый, еле слышный, но сладко-тошнотворный запах, начавший разлагаться плоти. Чимин закрывает лицо рукавом рубахи, тихонько всхлипывает и отводит в сторону взгляд. Но от этого становится только хуже. К одному из вкопанных на поляне столбов привязан пока еще живой человек. Альфа ненавидяще рассматривает оборотней и сплевывает в сторону скопившуюся во рту кровь. Напрягая мышцы, дергается вперед, пытаясь вырваться из плена опутавших его тело веревок, но вновь обреченно прижимается к столбу затылком и поднимает вверх покрытое ссадинами лицо, почувствовав нестерпимую боль в заломленных за спину руках. Намджун медленно, словно давая время одуматься, подходит ближе к человеку. Чуть склонив голову к правому плечу, равнодушно рассматривает, словно видит впервые, и разворачивается лицом ко всем пришедшим. «Этих людей мы нашли сегодня утром в лесу, в нашем лесу», — громко оповещает охотник оборотней, кивая головой в сторону трупов, и вновь обращается к пленнику. «Расскажи, зачем вы пришли на нашу землю, и твоя смерть будет быстрой?» Человек тяжело дышит и в бешенстве раздувает ноздри. Смотрит бесстрашно и не пытается скрыть охватившую его злобу, но молчит. «Чимин, подойди ко мне», — просит оборотень. Омега громко шмыгает носом и вытирает рукавом влажное лицо. Он не хочет видеть происходящее, не хочет в этом участвовать, но под требовательным взглядом Альфы выходит вперед. На негнувшихся ногах подходит ближе, чувствуя, что его начинает мелко потрясывать. Намджун мягко обнимает рукой дрожащие плечи Пака, успокаивающе прикасается губами к покрытому капельками пота лбу и спрашивает: «Тебе знаком этот человек?» Язык словно прилип к пересохшему небу, и в ответ Чимин лишь отрицательно мотает головой. Этот Альфа ему не знаком. Он вообще из другой деревни, судя по... Мы не знаем этих людей, но они пришли из деревни, которая находится в нескольких часах пути от нашей, если идти вниз по течению ручья. Вдруг громко говорит жмущийся к груди Чонгука Тэйхён и в подтверждении своих слов указывает пальцем. Вышивка на рубахе этого человека. Только в соседней деревне вышивают такой узор. Намджун в благодарность за разъяснение чуть кивает головой, ласково проводит по чиминовской спине ладонью и, прошептав «иди к Тэйхёну», легонько подталкивает замершего в оцепенении Пака. Оборотень делает несколько шагов, становится напротив человека и склоняет голову, заглядывая в его глаза. «Итак, мы знаем, откуда вы пришли. Теперь ты готов рассказать, зачем?» Человек его как будто не слышит. Криво усмехаясь, он презрительно рассматривает двух людей-омег, и Чимина обжигает невидимой пощечиной. «Волчьи подстилки!» Легкий взмах ладони Намджун не бьет, а вроде как просто проводит по воздуху чуть согнутыми пальцами у искаженного злобой лица. И привязанный Альфа пронзительно кричит, захлебываясь от заливающей его рот и горло крови, что хлещет из сквозных ран
на щеке. Оборотень дожидается, когда утихнет чужой вопль боли. Я спрашиваю в последний раз, зачем вы явились к нам? Ты думаешь, я тебя боюсь? Внезапно раздается хриплый смех. Думаешь, что мы продолжим безропотно отдавать наших сыновей вам на потеху? Ты ошибаешься, тварь. Придет время, и все вы, все до единого сдохнете в муках, а люди вновь обретут свободу и вернут себе былое величие. Придет время, и люди увидят, как горят ваши дома. Обнимающийся с Хасоком Юнги громко фыркает, пытаясь удержать в себе рвущийся наружу смех. «Ты никогда этого не увидишь», — прерывает говорящего нам Джун. Он обхватывает ладонями чужую голову, большими пальцами рук тянется к лихорадочно вращающимся глазам человека и медленно давит, спарывая ногтями тонкую слизистую. Под истошный визг Альфы проталкивает пальцы вглубь и брезгливо отдергивает руки. Растягивает губы в широкой улыбке, наблюдая за орущим и бьющимся в конвульсиях Альфой, лицо которого залито кровью, вытекающей из пустых глазниц и ранее порванной щеки. Заскуливший Чимин зажимает ладонями уши и с силой зажмуривается, и Чонгук свободной рукой притягивает его к себе. «Не бойтесь», — тихо шепчет Чон, крепко обнимая двух дрожащих омег. «Люди не посмеют напасть на общину. Они никогда не причинят вам боль». «Вы слышали, что сказал этот человек?» Перекрикивая затихающие вопли, громогласно говорит нам Джун. «Соблюдайте осторожность. Не пускайте детей без присмотра в лес и не ходите по одному. Возможно, людей было больше, чем 3». Широко размахнувшись, оборотень бьет кулаком в грудь Альфы. Одним ударом прорывает кожу с тонким слоем мышц и проламывает кости ребер. Прекращая мучение человека, вырывает его сердце, сжимает в ладони и отбрасывает в сторону раздавленные ошметки плоти. «Сожгите трупы!» Глава 11. «Никогда больше не прикасайся ко мне! У тебя руки по локоть в человеческой крови!» — шипит разъяренный Чимин, как только они с Намджуном оказываются дома. «Я же их помыл», — растерянно отвечает Альфа и внимательно рассматривает собственные ладони, не сразу соображая, что именно имел в виду Омега, а когда понимает, огорченно вздыхает и направляется к очагу. Чимин, отворачиваясь к мужу спиной, отходит к окну, складывает на груди руки и упрямо игнорирует заданный Альфой вопрос, не желает ли он выпить чаю. «Не хочешь со мной разговаривать? Тогда хотя бы послушай», — миролюбиво произносит нам Джун, бренча котелком. «Я понимаю, что все произошедшее сегодня на поляне немного тебя расстроило». В ответ Чимин горько хмыкает. «Немного расстроило? Ну, конечно же, самую малость. Но эти люди нарушили давние соглашения и пришли на нашу землю», — продолжает объяснять оборотень. «Их никто не звал. Они сами нашли свою смерть. Они могли заблудиться в лесу и случайно зайти на вашу территорию». Чимин всеми силами пытается оправдать поступок людей, хоть и ясно понимает, не могли. От деревень до общины 3 дня пути по непроходимой чаще, практически без сна и отдыха, как шли оборотни, когда забрали его и Тэхёна из родного дома. У людей дорога заняла бы еще больше времени. Никто не заходил в лес так далеко, они не могли забрести случайно. «Они искали путь к нашей общине», — тихо, но твердо отвечает Альфа. «Ты прекрасно слышал, что говорил тот Альфа. Он был ранен и напуган. Вы на его глазах убили 2, а его самого связали и приволокли в общину». Чимин готов защищать людей до самого конца. «Что, по-твоему, он должен был сказать вам? Поблагодарить за гостеприимство и радушный прием?» «Людям нет места в общине. Здесь им не рады. Оборотни никогда не желали иметь с человеческим родом никаких общих дел. Люди злые, жадные и завистливые. Они ставят личные интересы превыше всего и никогда не торопятся протянуть
своему ближнему руку помощи. Доброту они принимают за глупость и высмеивают за отзывчивость. Они способны на что угодно, если уверены, что останутся безнаказанны. Страх. Вот что сдерживает их бесчинство и злодеяние. Они мерзкие лицемерные твари, которые, опасаясь боли и смерти, готовы от ужаса ползать перед нами на коленях. Но стоит на миг отвернуться, и они воткнут в спину нож. Они не держат данное слово, нарушают клятвы и не помнят чужой доброты. «Так вот, значит, какого вы мнения обо мне и Тэхёне?» — тихо шепчет Чимин. «Нет, вы оба совсем другие», — неожиданно теплым голосом произносит Намджун. Он отставляет в сторону посуду, тщательно вытирает влажные руки полотенцем и почти неслышно подходит к Омеге со спины. Не обращая внимания на брезгливо дернувшегося Чимина, оборотень нежно гладит ладонями чужие напряженные плечи и обнимает, сцепляя пальцы в замок на омежьем животе. Под осторожными и успокаивающими ласками Чимин чуть подается назад, упираясь спиной в широкую грудь Альфы, и закрывает глаза. Он рвано выдыхает от прикосновений теплых губ на шее и дышит глубже, наслаждаясь знакомым запахом. Хочется развернуться и уткнуться носом, забывая обо всем, утонуть в едва уловимом запахе мокрой шерсти. Так пахнет обожаемая Омегой Джуни, и Чимин сопротивляется своим желаниям, борется с наваждением, хоть и понимает, что ласковый волк и стоящий за его спиной Альфа — это два облика одной души. «Ты замечательный», — жарко шепчет Намджун. «Ты храбрый, добрый, самый лучший, а твой запах сводит меня с ума. Такой манящий, чарующий. Он усиливается день ото дня, не дает мне покоя. Твоя течка начнется очень скоро, и уже в следующем году мы будем держать на руках нашего сына. Ты даже представить не можешь, как я рад, что ты теперь мой. Зато я этому не рад». Испуганный словами Альфы, Чимин вырывается из сильных рук, и оборотень, не отпуская, отходит на шаг назад, совсем не удивленный и не обиженный подобным заявлением. «Мой дом далеко, а мои родные думают, что я мертв. С ночи белой луны и до самых брачных боев мы с Тэхёном тряслись от страха, и никто не соизволил рассказать, что нас ожидает. Люди боятся вас, потому что вы, ничего не объясняя, забираете их сыновей Омег». «Люди это знали», — сухо отвечает Намджун. «Более того, они сами предложили заключить этот договор между родом людей и оборотнями». «Договор — это когда обе стороны получают что-то необходимое», — язвительно заявляет Чимин. «Вы берете Омег, но что даете взамен?» «Ничего. Оборотни ничего не дают людям, но добровольная человеческая жертва позволяет оставаться в безопасности. Всех, кто не согласен, ожидает смерть. Пак знает это с самого раннего детства. Он, радуясь превосходству в споре, криво ухмыляется, но уже спустя мгновение ошарашенно округляет глаза, услышав твердое: «Мы гоним в ваши леса дичь». Намджун подтягивает ближе кресло и садится в него, попутно утягивая оцепеневшего Омегу к себе на колени. Говорит негромко и мягко, словно рассказывает старую добрую сказку с немного печальным началом, но непременно счастливым концом. Сказку, которую люди веками очерняли извращенными домыслами и суеверным страхом. Очень давно лес был единым. Жители деревень и оборотни охотились в нем и часто сталкивались, но никогда не сближались. Оборотни пугали людей, а нам, в свою очередь, был неинтересен их род. Но однажды сильная засуха уничтожила весь урожай. На нас это мало отразилось. Оборотни всегда были отличными охотниками. А вот деревенские жители стали голодать. Люди сами пришли к нам на поклон, сами привели и отдали в дар своих самых красивых омег. Больше отдавать им было нечего. Дар оборотням понравился. Намджун довольно фыркает, когда Чимин, улавливая в его голосе непристойный намек,
рассерженно бьет ладошкой по плечу. И тогда был заключен договор. Мы поделили лес, обещая гнать на чужую территорию достаточно дичи, чтобы люди не умирали с голоду. А старейшины деревень принесли клятву не вмешиваться в дела оборотней, не заходить на нашу землю и позволили нам самим выбирать себе омег. Люди все это знали, Чимин, но почему-то предпочли забыть. Вот и все. Больше не о чем спорить и невозможно что-либо доказать. Его Альфа прав. Но Омега, не желая признавать поражение, мрачно выговаривает. Какая трогательная история. Да, оборотни очень великодушны. Игнорируя чужой наигранный сарказм, согласно кивает головой Намджон. Он проводит ладонью по спутанным чиминовским волосам. С огорченным вздохом саживает Омегу с колен и сам поднимается следом. Меня ждут дела. И я вернусь только вечером. Пожалуйста, будь осторожен. И не ходите с Тэхёном в лес без защиты. Не выдерживая требовательного взгляда, Чимин хмуро обещает не делать ничего подобного. И как только Намджон отходит от дома на достаточное расстояние, со всех ног бежит к Тэхёну. Оборотень выразился однозначно. Очень скоро у Пака начнется течка, и тот ужасно боится не успеть удрать из общины до ее начала. Он боится зачать ребенка от волка и навсегда лишиться шанса вернуться домой. Но больше всего Чимин боится, что стоит ему задержаться еще ненадолго, и он сам не захочет никуда уходить. «Ну что?» Тоже узнал от мужа всю правду о заключенном между людьми и оборотнями договоре. Беззлобно интересуется Тэхён, когда запыхавшийся Чимин забегает в его дом. Все равно это очень жестоко. Несогласно качает головой Пак, присаживаясь за стол. Даже если люди давно об этом всем позабыли, почему бы оборотням им не напомнить? Зачем держать в страхе? Для чего наказывать за несоблюдение правил, о которых жители деревень знать ничего не знают? Потому что закон для всех един, равнодушно пожимает плечами Ким, продолжая замешивать тугое тесто. Это не проблема общины, что у людей такая короткая память. Тебе нравится жить в поселении оборотней, ты любишь оборотня, а теперь даже рассуждаешь как оборотень. Так и должно быть, хмыкает в ответ Тэхён. Нет, так быть не должно, громко возмущается Чимин, оскорбленный отстраненным спокойствием Кима. Ты человек и никогда не должен забывать об этом. Ты должен помнить свой дом, свой род, свою семью. Пак хочет сказать о многом, напомнить глупому Омеге, как тот трясся от страха, впервые увидев оборотней. Как еще недавно уверял, что тоже хочет вернуться в родные края. Как клялся, что непременно узнает, где та дорога, которая приведет их к дому. Чимин готов простить Тэхёну перемену во взглядах на собственную жизнь. Но вот равнодушие к произошедшему на их глазах убийству людей Омега понять и принять не может. «Не было у меня никакого рода и семьи», — вдруг скорбно выдыхает Тэхён и отходит к рукомойнику, чтобы сполоснуть перепачканные мукой ладони. «Это у тебя, Чимин, есть родные, а я был совсем один. Ты что, действительно не понимаешь, почему я не хочу возвращаться в деревню? Так я объясню». Омега невольно повышает голос, увидев, как сидящий за столом, отрицая очевидное, и упрямо мотает головой. «Мой папа умер от тяжелой работы, потому что у него не было Альфы, который заботился бы о нем. А знаешь, почему у него не было Альфы? Потому что папу изнасиловали во время течки, и он родил незаконно рожденного ребенка, моего старшего брата, которого, спешу тебе напомнить, убили несколько лет назад. Твой брат сам начал драку, в которой погиб. Мой брат был Альфой и больше не мог молчаливо терпеть унижения, которые сыпались на нашу семью, словно мы виноваты в том, что у нас не было отцов», — кричит Тэхён и бьет кулаком по столу. Словно пугаясь собственной злости,
шумно выдыхает и закрывает ладонями лицо. А ведь отцы у нас были, Чимин. Хоть мы с ними и не были знакомы, но эти альфы вряд ли могли забыть, как насиловали моего папу. Но, разумеется, они никогда не рассказали бы о своем поступке прилюдно. Даже когда я остался один и подыхал с голоду, никто не забрал меня в семью. Никто не признал меня своим ребенком. Оно и к лучшему. Если бы я узнал, кто мой отец, ночью перерезал бы ему горло за то, что он посмел сделать с моим папой. «Надо же! И как давно ты стал таким смелым?» — насмехается Чимин, потому что слушать Тэхёна и осознавать, что он абсолютно прав, нет никаких сил. Потому что люди падают в собственных же глазах все ниже, а оборотни неотвратимо выглядят все лучше. И этого допустить никак нельзя. Потому что у Пака все еще есть родные, которые по-настоящему его любят. И он не хочет, чтобы дедушка, родители и брат до конца своих дней оплакивали его, как умершего. «Как только понял, что мне больше нечего бояться», — твердо отвечает Тэхён. «В общении мне можно ходить прямо и смотреть открыто, не прятать взгляда, встречая омег, и не сворачивать в кусты, издалека заметив на своем пути альф. Мне нравится жить в настоящем доме, а не трястись от зимней стужи, продуваемой всеми ветрами лачуги. Я счастлив, что не повторю судьбу своего папы, которую мне прочили все люди. Теперь я любимый муж, а мои дети никогда не узнают, что такое голод и нужда. В общении у меня будет большая семья. В деревне только 2 заросшие травой могилы. Моя жизнь здесь, Чимин. В любом другом месте меня ожидает лишь смерть». Тэхён устало вздыхает, глядя на замерзшего Омегу. Он встает со стула и обходит стол, чтобы обнять Пака за плечи. «Я прошу тебя, одумайся», — умоляюще выдыхает Ким. «Пойми, что для нас нет пути назад. Прими своего Альфу, ведь Намджун такой же хороший, как и Чунгук». Словно извиняясь за недавнюю несдержанность, Тэхён коротко целует чужую взъерошенную макушку и дурашливо раскачивает Пака из стороны в сторону. Надеясь сгладить напряженную обстановку, шепчет милые глупости. «Знаешь, как ласково называет меня Чунгук? Мое солнышко. Правда смешно?» «Действительно забавно. А почему именно солнышко?» Пак немного расслабляется, радуясь, что неприятный разговор закончен. И чтобы поддержать Тэхёна, игриво дергает его за темные прядки. «Волосы у тебя совсем не золотые». «Потому что я пришел с востока и как солнце осветил его жизнь». «И как давно Чунгук тебя так называет?» Нарочито небрежно интересуется Чимин, силясь унять вспыхнувшую в одно мгновение ярость. «Уже месяца 2, кажется», — беззаботно смеется Тэхён и испуганно вскрикивает, когда Пак грубо отпихивает его руки и вскакивает из-за стола. Чимин вылетает стрелой из чужого дома и стремительно бежит по улице, игнорируя жалобные просьбы подождать бросившегося за ним Кима. Он больше не хочет ни видеть, ни общаться с предателем Тэхёном, но он догоняет его и крепко хватает за руку. «Успокойся и выслушай меня», — силой разворачивая Омегу к себе лицом, шепчет Ким. Он опасливо озирается по сторонам, замечая устремленные на них любопытные взгляды, так не кстати оказавшихся на улице оборотней. «Я все объясню». «Все, что мне нужно было, я уже услышал». Так же тихо, но с нескрываемой злобой отвечает Чимин. И, понимая, что Тэхён не собирается выпускать из цепкой хватки его руку, кивает головой в сторону жителей общины. «Давай, кричи громче, что я собираюсь уйти. Выдай меня своим новым братьям. Они тебе поверят. И уже этим вечером, привязанным к столбу, буду стоять я. Ты этого хочешь?» Ким испуганно мотает головой. «Тогда отпусти мою руку и не останавливай». Тэхён шумно выдыхает и вымученно улыбается на встревоженные вопросы оборотней. Все ли у них в порядке? Нехотя разжимает побелевшие пальцы, но перед тем, как окончательно опустить ладонь, быстро произносит:
Если решился, можешь уходить. Но когда тебя поймают и вернут в общину, не смей ввязывать во все случившееся ни меня, ни Чунгука. Насвистывая веселую мелодию, которую очень любил напевать папа, Чимин беззаботно подкидывает вверх накануне сваренное вкрутую куриное яйцо и на лету подхватывает его ладонью. Бережно убирает стоящий на столе небольшой мешок с широкой лямкой, в который уже сложены запасные штаны с рубахой, несколько полотенец, большая фляга с ледяной колодезной водой и запас провизии, 2 десятка яиц, каравай свежеиспеченного хлеба, здоровенный кусок вяленого мяса и соль в крохотной берестяной коробочке. Пак рассматривает тщательно сложенные вещи и задумчиво чешет затылок, размышляя, хватит ли ему еды, но, приподняв мешок и ощутив его тяжесть, принимает решение, что точно хватит. В крайнем случае он будет питаться ягодами, найденными по пути домой. Чимин мечтательно улыбается и прикрывает глаза, четко вспоминая родные лица, и довольно хихикает, заранее предвкушая радость от их пусть еще не скорой, но долгожданной встречи. Под закрытыми веками Пак видит, как заливисто запричитает дедушка. Сполошится отец, папа наверняка схватится за сердце, а деревенская ребятня бросится бежать по деревне, с визгливыми криками оповещая всех жителей, что вернулся тот, кто должен был быть давным-давно мертв. Как прибежит разревевшийся от счастья старший брат, таща за руку своих сыновей. Как здорово будет снова уткнуться носом в мягкие волосы племянников, жадно дыша почти позабытым детским запахом. И как в ночной тишине отчаянно завоет на взошедшую на черное небо луну могучий волк, осознавший, что не может найти своего Омегу. От пришедших невеселых образов Чимин трясет головой, решительно сжав губы, туго затягивает шнурок мешка и забрасывает на плечо широкую лямку. Немного подумав, хватает в руку первую попавшуюся корзинку, чтобы все случайно встретившиеся ему по пути оборотни подумали, что он идет собирать грибы. В лес поодиночке заходить строго запрещено, но на заброшенной вырубке неподалеку от общины все пеньки усыпаны опятами, и никто не остановит Пака, если он скажет, что направляется именно в это место. Чуть согнувшись под тяжестью ноши, Чимин бодро шагает вперед и облегченно выдыхает, когда дорожная пыль улиц общины сменяется на стоптанную жесткую траву узкой тропинки, которая через некоторое время теряется в упруго сминающемся под ногами мху. Омега недолго крутит головой и уверенно направляется навстречу пробивающимся сквозь высокие стволы сосен лучам восходящего солнца и жадно дышит полной грудью, наслаждаясь желанной свободой. Он внезапно останавливается и растерянно моргает, а после решительно разрывает пальцами опутавшую его запястье волчью метку. Немного поколебавшись и напоследок обнюхав, откидывает в сторону браслет из заваленной шерсти и, поправив за спиной невыносимо тяжелый мешок, продолжает свой путь. С каждым часом идти становится все труднее. Стоящее в зените солнце безжалостно припекает макушку и нагревает воздух, душно пахнущий сосновой смолой. Неподъемная ноша оттянула все плечи, и Чимин, сделав небольшой привал, безжалостно выбрасывает все полотенца и выливает половину содержимого фляги. Омега уверен, что ни раз и ни два на его пути встретятся родники с чистой ледяной водой, и поэтому мешок можно немного облегчить. Но даже это не помогает. Уже через пару часов тот кажется вновь непомерно тяжелым. Понимая, что слабеет с каждым днем, Омега устало оседает на землю и дрожащими пальцами распутывает удушающие завязки рубахи, обмахивает ладонями пылающее лицо и делает несколько глотков воды. Ему очень жарко, невыносимо жарко, убивающе жарко, и Чимин внезапно осознает,
что течка, о которой говорил нам Джун, начинается прямо сейчас. В подтверждение всем догадкам, Омега вдруг чувствует тянущую низ живота, но еще не острую боль, а между ног становится противно влажно. Дальше идти невозможно. Ичимин быстро доползает до ближайшего кустарника, чтобы припрятать мешок с драгоценной провизией. Он недолго копошится, чуть обламывая мешающие ветки, сооружая себе уютное убежище, в котором он сможет переждать течку, а после выходит из кустарника и бродит неподалеку, собирая в подол сухие сосновые иглы, чтобы прикрыть ими мох и сделать относительно мягкую постель. Рядом раздается волчий вой, и Омега невольно выпускает из рук края рубахи. Он обеспокоенно оглядывается, выискивая глазами оборотней, и молится всем известным ему богам, чтобы те не почуяли издалека и прошли мимо. Но очень скоро слышит сбивчивый разговор, а между деревьев начинают мелькать незнакомые силуэты. Альфы. Обострившимся обонянием чувствует Чимин и начинает загнанно метаться, пытаясь хоть где-нибудь спрятаться, но не успевает. Трое оборотней идут к нему навстречу, и по их вмиг разгоревшимся жутким пламенем глазам Пак понимает, что пропал. Перед ним останавливаются альфы, на левых запястьях которых отчетливо видны браслеты из шерсти, одинокие и наверняка изголодавшиеся по ласке звери. И Чимин с ужасом рассматривает их неприкрытые одеждой тела. И что же здесь делает такой маленький, испуганный цыпленочек? Совсем один, так далеко в лесу, насмешливо выговаривает один из оборотней. Он, как и пришедшие с ним двое других альф, шумно втягивает носом воздух и шипяще выстанывает. «Священные духи луны, как же от тебя пахнет!» «Не подходите ко мне!» — предупреждает Омега и делает шаг назад. Он хочет казаться бесстрашным, но голос неожиданно срывается и звучит унизительно жалобно. Альфы непреклонно приближаются, шумно дышат ртом и жадно облизывают пересохшие губы. Сильные, быстрые, от них не отбиться и не убежать. Чимин, не прекращая пятиться, загнанно оглядывается по сторонам, но не находит ответа, как ему спастись. Они одни, течный беспомощный Омега и трое обнаженных оборотней, которые осторожно шагают вслед за ним. Омега бегло скользит глазами по расстелившемуся под ногами мягкому ковру из сухих еловых иголок. Он пытается найти крепкую ветку или увесистый камень, хоть что-нибудь для защиты. Сдаваться без боя Чимин не намерен, но прекрасно понимает, что ему было бы не справиться даже с одним оборотнем, не говоря уже о троих. Когда Чимину исполнилось лет 14, папа с дедушкой много рассказывали ему о течке и что нужно делать каждому омеге, чтобы оставаться в эти дни в безопасности от альф, которые непременно нападут, не сумев совладать со своими инстинктами. Неприятные истории изнасилования омег, пускай нечасто, но случались в его родной деревне. И альф никогда за это не наказывали, предпочитая осуждать безалаберность омег. Защита чести – омежье дело, а альфы не виноваты, что не могут устоять, подвергаясь искушению. Во всяком случае, люди альфы никогда не могли. Учитывая обычаи общины, оборотни в этом плане ничуть не лучше. «Не бойся, маленький», — притворно ласковым голосом выговаривает Альфа, идущий слева и скалится в улыбке. «Мы не сделаем тебе ничего плохого. Будь послушным мальчиком и разреши нам тебе помочь». «Не нужна мне твоя помощь, волчара вонючий!» — огрызается Чимин, замечая, как от его слов обиженно вытягивается лицо обратившегося к нему оборотня. «Таян!» Альфа внезапно останавливается и, теряя к Чимину интерес, пихает в лицо оборотня, идущего в центре. «Почему этот омега обзывается? Мне обидно слышать, что от меня якобы плохо пахнет». «По правде говоря, Сенри», оборотень, которого зовут Таян, морщится и трет пальцами переносицу. «Тебе действительно не помешало бы
в ближайшее время посетить баню. Я же не виноват, что мы по жаре с самого утра бегаем, уязвленно бурчит Альфа. Он высоко задирает левую руку, тщательно обнюхивает подмышку и удрученно поджимает губы, осознавая, что Омега все-таки прав. «Не расстраивайся, мы и без тебя отлично справимся», — утешает загрустившего друга оборотень, который подкрадывается справа и обращается к Омеге. «Иди ко мне, мой хороший». Вместо ответа Чимин громко взвизгивает, разглядев неподалеку серый булыжник. Он в один прыжок оказывается с ним рядом и крепко стискивает в ладони. «Только подойдите ко мне, твари!» Злобно сверкая глазами, шипит Омега, замахиваясь на Альф. «Я каждому, кто сунется, башку проломлю!» Оборотни останавливаются и синхронно моргают выпученными от удивления глазами. «А парень-то, кажется, совсем того». Первым, обретя дар речи, взволнованно выговаривает оборотень, стоящий справа и крутит пальцем у виска. «Это нормально, Десон», — с явным знанием дела говорит Тиян, успокаивая своих разволновавшихся собратьев. «Омеги всегда немного не в себе во время первой течки. Да хоть братика моего придурочного вспомни. Джион, когда течка началась, вообще на сеновал забрался. Сидел на крыше и орал на всю округу, что хрен он кому даст. Ну, потом же спустился. «Ку-ку», — согласно кивает головой Тиян. «Как только Сунхён прибежал, так сразу и спустился. Они даже уходить никуда не стали. Прям на этом же сеновале и... Так, а ты куда собрался?» Чимин, успевший воспользоваться оживленной беседой Альф, для того, чтобы незаметно отойти вглубь леса, замирает от грозного окрика и снова предупреждающе скидывает вверх руку с зажатым булыжником. «Намджун вам всем глотки перегрызет!» От отчаяния использует последний аргумент Омега, увидев, что оборотни, устав уговаривать, решительно идут к нему. «Намджун нам спасибо скажет», — скалится в ответ Тиян. Он ловко уворачивается от запущенного камня, быстро догоняет и сгребает в охапку бросившегося на утек Омегу. Подкидывает Чимина на руках, чтобы было удобнее держать, и крепко прижимает к груди. «Не переживай, мы тебе поможем», — шепчет оборотень вырывающемуся и рычащему Омеге, который обессиленно затихает в его руках, услышав окончание фразы. «Побыстрее добраться до мужа. У тебя течка, тебе к своему Альфе надо, а ты в лесу заблудился и идешь совсем в другую сторону от общины. Знаешь, сколько хищников может на запах прибежать? Хорошо, что мы тебя раньше зверя почуяли. Не бойся, маленький, скоро ты будешь дома». Alla sa det danske menneskene, stått ned fast med skjold i skjold.